Всем привет, с вами Тори-чан! Недавно я переехала в дом в Японии, где можно держать животных. Наконец-то, а не только тараканов, как в Токио. Поэтому сегодняшняя тема видео у нас «Животные в Японии и правила содержания питомцев здесь». В Японии довольно много необычных правил касательно животных. Здесь нет правил, как в некоторых странах Европы, как, допустим, что нельзя животное держать одно, нужно заводить именно по 2 собаки или по 2 кошки, чтобы они могли социализироваться. Нет, в Японии такого нет. Также в Японии нет налогов на животных, но это не отменяет то, что здесь довольно тяжело завести животное, потому что много разных правил. И самая большая проблема, с которой сталкиваются люди, кто хочет завести животное в Японии, это жилье. Как я сказала ранее, в Японии не везде можно держать животных. Это, конечно же, касается только съемных квартир и съемных домов. Если вы купили свой дом, там можно хоть слона держать, но если вы снимаете, как мы, дом или квартиру, то в контракте прописано обычно можно или нельзя там заводить животных. И если вы не соблюдаете это правило, то может дойти даже до выселения. Строгие правила касаются не только животных, есть квартиры, где нельзя детей маленьких заводить, квартиры, где нельзя на пианино или инструментах других играть, и, конечно же, квартиры, куда не заселяют иностранцев. Поэтому обычно, когда вы квартиру в Японии ищете, нужно выбрать пункты, которые вам важны. Квартира для иностранца с животными, играю на пианино. И таких квартир, к сожалению, довольно мало. Рыбки, птички, хомячки можно держать и там, где написано, что нельзя животных, потому что обычно животных нельзя из-за шума и грязи. Поэтому если ваши хомячки не орут на весь дом и не едят обои, то тогда вас никто не спалит. Но если вы хотите завести кошку или собаку, то нужно искать квартиру, где можно держать животных. Хотя я знаю людей, кто держит кошек там, где их нельзя держать, потому что кошки тоже не особо громкие. Но с собакой, конечно, желательно найти именно квартиру, где можно собак держать. И даже если квартира та, где можно держать животных, часто там есть ограничения по количеству животных и по их размеру. Допустим, часто квартиры именно, где можно только одну собачку, маленького размера, допустим, Йорк-терьер, а найти квартиру, где можно держать 2 собаки, еще и большого размера, это Mission Impossible в Японии. Возможно, именно поэтому в Японии так популярны разнообразные неко-кафе, кошачьи кафе, ину-кафе, собачьи кафе, кафе с ежиками, с выдрами, с разными животными, где можно прийти и потискать их, потому что дома завести животное довольно проблематично. Также в Японии есть квартиры в аренду с кошками. Точнее, это шерхаусы, где живут кошки, и все жильцы за ними присматривают. Такие шерхаусы сотрудничают с кошачьими приютами, поэтому эта система выгодна всем. Любители кошек могут жить с кошками и ухаживать за ними, но при этом делить обязательства с другими жильцами, а у кошек, которые не нашли хозяев, есть свой дом. Завести животное в Японии трудно не только из-за поисков жилья, но и из-за цен. Домашнего любимца можно купить у бридера, разводчика животных, или в пэтшопе. Вот так выглядит магазин с животными в Японии. Привет. Вот такая вот крошка пекинес. Стоит 338 тысяч йен, это в районе $3000. Породистая собачка стоит как дешевая машина. Возможно, именно поэтому в Японии так мало бродячих собак. Коты тоже стоят недешево, 298 тысяч йен, это дорого. Или можно пойти в приют с животными. Покажу вам, как выглядят приюты для животных в Японии. Да, здесь они есть. И также посмотрим, какие у них есть кошечки и собачки. Очень просторное место. Вон уже собачек видно. Сейчас их будут выпускать. Ну что ж, заходим внутрь.
Внутри очень просторно, и на удивление много людей пришло. В Японии очень мало бродячих собак, на улице вы не встретите ни одной, но приюты с животными здесь есть. В основном в такие места попадают непроданные животные из пэтшопов с какими-то дефектами от бридеров или от хозяевов, которые по какой-то причине не могут больше присматривать за питомцем. Из частых причин – пожилой возраст или смерть хозяина, рождение ребенка, аллергия у кого-то из членов семьи или переезд на большое расстояние. Мега, ташкани. Свой, это мои. Именно поэтому в этом приюте так много породистых собак, как пуделя, таксы и так далее. В возрасте 6-7 лет, видимо, их хозяева состарились и не смогли больше за ними ухаживать, или в их жизни произошло какое-то событие, которое вынудило их отнести собаку в приют. Если собачка понравилась, то ее вот так вот выносят на улицу, и можно с ней поиграться в большой клетке. Изуми любит кошек, поэтому его притянуло сюда. У этой кошечки такие ушки интересные, глаза разные и ушки с кисточками. Изуми добился своего. К сожалению, в Японии все еще довольно мягкие законы касательно магазинов с животными, поэтому животных, которых не успели продать до определенного возраста, усыпляют. Их не все пэтшопы хотят отдавать в приюты, потому что это будет конкуренция для них, и каждый год усыпляют просто десятки тысяч животных. В Японии это никак не контролируется, поэтому мы лично больше склоняемся к тому, что если мы будем брать животное, то будем брать его в приюте, но это тоже не так легко. Даже если вы точно решили, что хотите взять эту собачку или кошечку из приюта, вы не сможете сразу ее забрать домой, вам нужно с ней пару раз встретиться, потом еще пообщаться с управлением приюта, пройти собеседование, потом заполнить много разных документов о вашем доходе, где вы работаете, сколько вы зарабатываете, иногда требуют справку, сколько вы зарабатываете даже из банка. Если вы подрабатываете на арбайто подработке, вам могут не дать животное. Если вы, допустим, студент, вам могут не дать животное из приюта. Если вы пара и вы ожидаете ребенка или у вас есть маленький ребенок, вам не дадут, скорее всего, животное из приюта. Если вы пожилой человек или вы пожилая пара, вам тоже, скорее всего, не дадут животное из приюта. Если вы одинокий человек, вам могут не дать, большая вероятность, животное из приюта, поэтому у них очень ограниченные критерии, скажем так, кто может взять себе животных из приюта. Это не слишком пожилая, желательно пара, без детей или с взрослыми детьми, кто нормально зарабатывает. Поэтому, если вы не подходите под эти критерии, вам животных из приюта не дадут. Но при этом вы можете их купить в пэтшопе, что тоже как бы так. После того, как вы прошли отбор и нет других кандидатов лучше вас, к вам приходят домой, осматривают ваш дом. Конечно же, дом или квартира должны быть с контрактом, где написано, что можно держать животных. Если нет, то вы не можете взять животное из приюта, или вам нужно будет переехать в другой дом. И смотрят, подходит ли ваш дом для жизни этого животного. То есть, если это кошка, то часто просят окна закрыть, заклеить сетками, чтобы кошка ни в коем случае не убежала на улицу. Если это собака, то нужно для нее купить там вольер и так далее. Итак, вы нашли квартиру или дом, где можно держать животных, купили или взяли из приюта кошечку или собачку. Дальше правила содержания животных в Японии, их тоже довольно много. Начнем с кошек. Первое. Кошек нельзя ни в коем случае выпускать на улицу. Есть страны, где для кошек даже делают в дверях небольшие дверцы, чтобы они могли спокойно идти гулять на улицу и возвращаться, но в Японии такого нет. Здесь просят кошек только в доме держать, не выпускать на улицу без поводка
категорически. Из соображений безопасности в Японии довольно много машин, дорог, и хоть здесь и нет бездомных собак, но все равно небезопасно кошкам одним на улице гулять. И также из соображения, чтобы не доставлять другим неудобств, потому что кошки могут орать, и соседи могут жаловаться, поэтому не выпускают из дома обычно совершенно. Максимум это на балкон, который полностью затянут такой как леской, чтобы кошка не смогла никуда убежать. В небольших городах или поселках можно иногда увидеть кошку с ошейником, гуляющую по улице одну, но это скорее редкость. А вот так называемых чайкинеко полно. Чайкинеко – это местные кошки, которые живут в этом определенном районе, у них нет хозяевов, но за ними смотрят волонтеры, дают им еду, они все стерилизованные, кастрированные и знают, сколько их здесь живет. Обычно у них нету домиков или чего-то такого, как, допустим, у кошек в Турции я видела, но они все накормленные, не волнуйтесь. Также таких кошек иногда называют сакуранеко, потому что у них метка на ушке, что они были стерилизованы, и поэтому ушко похоже на лепесток сакуры. Второе правило: когда кошка или кот достиг определенного возраста, его нужно кастрировать. Даже если вы взяли кота из приюта, они контролируют этот процесс, даже когда кот живет у вас. Стоит это в районе $200. Третье, раз в год нужно делать прививку от многих болячек, включая бешенство. У котов это не очень строго контролируется, делают часто даже просто раз в 3 года. Кто-то даже не делает, знаю, потому что коты в основном сидят дома. С собаками уже труднее. Первое, очень строго контролируют, кастрирована ли собака и правильно ли сделаны все прививки. Если вы берете собаку в пэтшопе, то обычно они уже кастрированные, с нужными прививками на этот год, и даже бывают с микрочипами. Но если вы берете в приюте, там разные собачки, бывают разных возрастов. Если это щенок, то нужно самим собачку идти прививку делать в больнице, и кастрировать тоже просят обязательно. Можно, конечно, отказаться от кастрации, но это часто требует, приют требует, он может вам не дать собаку, если вы откажетесь. И также в Японии довольно трудно найти квартиру, где можно держать собаку, если она не кастрированная. Это все стоит в районе $500-700, поэтому даже если вы взяли собаку в приюте, вам нужно будет оплатить эту первую прививку и операцию. Бывают приюты, как этот, куда мы ходили, который связан с больницей, они находят собачек, спасают собачек, осматривают их в этой больнице, проверяют их здоровье, приводят их в чувство, и дальше в приюте ищут им хозяевов, а также в этой больнице они ставят нужные прививки, делают нужные операции и так далее перед тем, как собак отдавать в чьи-то руки. Второе правило: гулять с собаками можно только на поводке, даже в парке. Отпускать с поводка собак можно только в определенных, обычно платных зонах под названием догран. Это как такие поля, огражденные забором, чтобы собаки никуда не могли выбежать. И обычно они делятся по размерам собак, то есть поле для больших собак, овчарки, лабрадоры и так далее, поле для маленьких собак, йорки, пудели и так далее, чтобы они не навредили друг другу. Третье. Какашечки с прогулки забирают с собой и несут домой, потому что часто в парке может не быть мусорки. Если мусорка есть, то можно туда выкинуть пакетик с подарочком, но если нет, то придется в сумке нести с собой это домой. Также японцы с собой часто носят бутылку с водой и поливают ей бордюры, камни, что собачка описала, чтобы не оставалась как бы желтая отметка. Обычно, если, допустим, собака описала чей-то дом, то сразу хозяин подбегает, извиняется: ой, извините, и поливает водой. Конечно, в Японии, как и в любой другой стране, есть японцы, кто не соблюдает эти правила, но здесь довольно мало шансов, что вы вступите во что-то в парке, только если вы очень неудачливый или, наоборот, удачливый человек. Японцы обожают своих кошечек и собачек, но при этом я бы не сказала, что это очень pet-friendly страна в плане их довольно плохого контроля пэт-шопов, а также квартиры, где нельзя животных держать, и очень много заведений, куда животными нельзя даже на террасу. Поэтому
нужно 10 раз подумать перед тем, как завести животное в Японии. Это реально довольно тяжело. Так что, надеюсь, вам было интересно это видео. Мы в процессе поиска нового члена семьи. Посмотрим, что у нас из этого получится. Увидимся еще. Всем пока!